суббота сегодня, выходной, на улице 30 градусов тепла. Кто на канале впервые, мы живем в Турции. Уже 2 года в городе Селивке. Сейчас мы с сыном собираемся по магазинам. Недавно купила электровелосипед, и так прям классно на нем ездить. Мне очень нравится. Буду снимать обзорчики вам. А сегодня мы собирались на море, друзья, но что-то вчера ночью у мужа была температура, что-то он себя в последнее время плохо чувствует, часто болеет. Я думаю, что-то нужно делать с иммунитетом. Раньше мы часто ездили на море, и, знаете, как будто бы меньше он болел. А сейчас реже получается выбираться на море, а скоро еще и сезон заканчивается. Вот, и я думаю, дай-ка я ему иммунитет подправлю. Сейчас хочу заехать к Тане, купить хемохим. Кто на канале впервые, наверное, не в курсе, что я занимаюсь еще и Атоми, помимо Ютуба. Я партнер Атоми, и я помогаю зарегистрироваться в этом интернет-магазине, заказывать БАДы, удаленно БАДы можно заказывать, и косметику. Благо, что живет Таня рядом. Атоми — это магазин БАДов и магазин косметики южнокорейский. Помимо этого, уже там чего только нету, и хозяйственных товаров для дома. В общем, я хочу сейчас купить у Тани хемохим. Не купить, а приобрести, взять. Она мне потом баллы посадит, потому что так покупать нельзя, продавать нельзя. Ну что, забрала. В Турции его нету, поэтому как бы покупать негде. Нужно все из России привозить. А она как раз привезла целую упаковку, там даже несколько штук. И вот когда последний раз я пропивала его, это было в июне. Я помню, после этого у меня нету такого, чтобы я болела. У меня уже сколько детей переболели, сколько муж переболел. И я думаю, слушай, это же, скорее всего, из-за этого. А хемохим, он стимулирует вот как раз-таки, хорошо иммунитет. И вообще, я думаю, что классная вещь. Думаю, мужа буду лечить этим. Но еще помимо этого хочу травки сейчас купить. Езжу я вот так вот на велосипеде новом своем. Кто не видел предыдущий ролик, посмотрите. Мы купили недавно велосипед еще один. Вот, а сейчас поедем за травками в центр. Вчера мы с Азалькой гуляли целый день, можно сказать. Сегодня со вторым ребенком буду ездить, накормлю его мороженым, потому что вчера Азалька ела, а Азалька — это... Кто на канале впервые, это сестренка нашего Алмазика, они двойняшки, 5-летки. Вот, у нас еще есть старший сын в 10 классе. Сегодня, кстати, суббота, и сегодня у него учеба. Раз в месяц здесь по субботам дети учатся, старший класс. Так, мы сейчас хотим поехать сначала за мороженым. А потом там рядышком как раз магазин с травками. Мне хочется травки купить. Еще я давно хотела заехать в магазин косметики. Мне кое-что нужно купить там. И еще хотела посмотреть, открыли ли Бургер Кинг, друзья. Да, здесь должны открыть Бургер Кинг. В общем, вот такие вот сейчас у меня мысли. Вообще, конечно, жара, 31 градус. Классно на улице. Смотрите, люди тут стульчики поставили, на улице сидят. Это какое-то мероприятие. Вечно вот какие-то палатки, какие-то эти зонтики ставят. И написано «Селивке Беледисы». То есть какое-то мероприятие районное. Вот. Жара, конечно, на улице. Сегодня выходной. Сегодня еще магазины работают. Завтра вот воскресенье. Обычно вообще пусто. Все отдыхают, магазины закрыты. В общем, ездим с сыном. Прям на велосипеде электрическом. Вообще кайф. Я до этого ездила на электрическом велосипеде сына. Его мы, кстати, продаем. Но он тяжелый. Он, короче, плюс... То, что он разгоняется до 50,
километров. А минус то, что он тяжелый для меня. Но у меня как бы есть проблемы с позвоночником, я не хочу как бы себе вредить. Вот. Сейчас только до Минос пиццерию проехали. Здесь вот обычно мы стрижемся рядом с Доминосом. Ну, мальчишки стригутся. Я уже, если честно, не помню, когда я волосы стригла себе. В Газипаше стригла. Кстати, на канале «Кто впервые», мы 1,5 года жили в Газипаше, и вот в последние 8, уже, наверное, 9 месяцев мы живем в Селивке. Но, если честно, здесь мне больше нравится. Здесь более такая городская жизнь. Но так как мы приехали все-таки из города, в Газипаше нам немножко скучновато было. И знаете, вот то, что здесь все-таки вот такое все шум, гам, люди ходят, магазины есть, кинотеатры, концерты. Ну, кинотеатр, конечно, не прямо в Селивке, нужно доезжать до Мерсина, но там есть еще и игровая зона. У меня на канале есть контент, где я снимала большой магазин Сая Парк в Мерсине, и вы можете тоже зайти посмотреть. И про Газипашу тоже можете ролики посмотреть, друзья. Там тоже интересно, иногда я в сообщество закидываю, чтобы вы могли посмотреть. Там, конечно, в Газипаше больше такая природа классная, а здесь в Селивке больше такой городской вариант жизни. Так, ну что, где оставить велосипед? Давайте оставим вот здесь вот. Сегодня, кстати, у меня знакомая здесь где-то приехала на рисование с ребенком. Где-то они здесь. Вот здесь вот я оставлю велосипед. А здесь вот... здесь вот продают травки. Так, вот здесь вот травки продают. Алмаз, сюда, сюда. Смотрите. И вот эта вот травка, адачай, ее на рынке продают чуть-чуть, как вот, знаете, говорят, что это адачай, но там какие-то вот наростки только продают. А вот это вот я и маме отправила, и тетя приезжала, ей отправила, и сестре мужа мы отправляли. Я всегда всем даю, потому что вот это более эффективное. Как раз при заболевании горла. Вообще такая лавка, чего только здесь нету. Мы когда ездили в хамам, мы здесь закупились тоже всякими травами, маслами, потом вот для хамама всякие штуки. Вот. И каких только травок нет. Напомню, у меня муж очень любит всякие травки, заваривать, чаи пить, короче. И с детства это уж идет. У него, видать, родственники также лечились. И он тоже как бы всегда вот... И действительно, вот эти вот чаи, когда пьешь, чувствуется, что вот это першение горла, вот эта начальная стадия болезни, она как будто бы проходит. И, знаете, в последнее время постоянно он пьет вот эти вот парацетамолы, цитрамоны, что там еще есть, аспирины, короче, вот эти вот советские всякие препараты, которые в советское время мы пили. И вот он глотает их просто вот, чтобы чисто вот на работу выйти в нормальном состоянии, а в итоге, наоборот, только хуже становится. Сколько раз уже болеет, а я ему говорю, давай, говорю, химохим пропьем. А он все как бы отказывался, и заметил по мне, что я когда пропила химохим, я реже начала болеть. Я думаю, давай-ка в этот раз еще раз предложу. Он говорит, все, давай. А состав химохима чисто травы. Я говорю, вот чисто травы, ты же, говорю, любишь травки. Ты, говорю, не хотел покупать. А всякие парацетамолы, цитрамоны, которые содержат синтетические всякие химию, в общем, ты, говорю, с удовольствием глотаешь. Так, ну что, взяли вот такие вот 2 травки. Смотрите, чего только здесь нету. Боже мой, прям вот запахи тут, конечно, прям вот не описать. Ароматы, масла. Ой, чего только нету, короче. Вот такой продают.
смотрите, на рынке. И говорят, что это ада-чай. Это, друзья, ада-чай, да, ну шалфей, как бы, да, другими словами. Вот это. А это совсем другое, но тоже ада-чай. В общем, ну, по-турецки ада-чай, в общем. Но это на шалфей совсем не похоже. Не знаю, может быть, это цветочки, конечно. Но вот это вот идеальная вещь. И один пакетик 25 лир, два пакетика 50 лир. Тут, кстати, еще гранатовые всякие вот эти вот натуральные соки, сиропы. В общем, чего только нету. И вот в этот магазинчик мы часто ездим. Знаете, есть еще магазинчики, но почему-то даже вот это вот этот кустик один в других магазинчиках намного дороже стоит. Друзья, смотрите, грандиозное событие. Бургер Кинг открыли. Вы знаете, сколько мы этого ждали? Наконец-то, смотрите. Чего только тут сейчас нету. Иди сюда. И Бургер Кинг, и Love Chicken. Все, супер. Смотрите, мы будем часто ходить теперь сюда. Купили детское меню. Kids гамбургер называется. Вот так надо показывать. Опять. Подожди, дай посмотрю, сколько цена. 165 лир. На. Вкусно? Ну все, самое главное, что Алмаз доволен. Я сейчас еще и азальки куплю. Один пакетик. И домой поедем. Но нет, сначала еще... А хотя нет, за мороженым не зайдем, Алмаз, хорошо? Потому что, ну вот так вот. Мы хотели мороженое покушать, но если уж мы сейчас вот это все берем, мы не поедем. Хорошо, за мороженым, солнце мое? Мам, хочешь я сейчас. Вообще мы сегодня собирались на море, конечно, но так как у меня вчера у Руслана температура ночью поднялась, скорее всего, на море мы уже не пойдем, а я с двумя детьми на море ездить вообще не хочу. Даже вот сейчас мы купили вот этот бургер, бургеры и вот это все детское меню для Алмаза надо обязательно купить для Азалии, то есть она тоже будет просить. И всегда мы все делаем по два раза. Если сейчас я поеду на море с одним ребенком, второй ребенок обязательно обидится, поэтому с двумя надо ехать. А у меня еще есть и третий, который придет со школы. То есть у меня всегда вот все идет по два раза, если касается вот этих маленьких. И на море с двумя детьми я точно сегодня не пойду. Я всегда езжу с двумя, есть только с Русланом. Я могу с одним поехать, одна, но с двумя точно не осилю. И вот даже если на велосипеде у нас одно сиденье на один велосипед, поэтому двоих детей туда точно не посадишь. Вот, так что надо лечиться быстрее. И я очень хочу, пока вот сезон не прошел, походить на море уже хорошенько прямо. Потому что вот я на самом деле заметила, когда мы на море раньше часто ездили, вот у меня муж реже болел. Вот, ну, плюс вот это вот химохим сейчас будем пропивать. Его я пропивала вот целую упаковку. Вот таких 10 штук в упаковке. Здесь вот в упаковке идет 6 штук, по-моему. Да, 6 саше. И сначала начинаешь с половинки саше, а потом пьешь одну в день, потом уже пьешь 2 в день. Максимум 2 в день, это как бы нормально. Суточная норма 2 саше в день. То есть вот это, по сути, потом на 3 дня хватит. И таких 10 штук в упаковке, то есть на месяц. Вот я месяц пропила, и с этого момента я не помню, чтобы я болела, чтобы у меня была температура. То есть я как-то вот эти все инфекции, которые проходили через нашу семью, я проходила очень нормально. И что хочу сказать, сам вот производитель, это Atomy, да, компания Atomy, это как интернет-магазин, по сути, БАДов и косметики. И как они вообще вот запустили этот продукт, изначально компанию руководит Пак Хан Ги, кореец, да, он был в каком-то сетевом маркетинге, очень много денег потерял там и, начал, болеть. У него потом выявили рак 4 степени печени. И он, а тот момент правительство Кореи в научном институте атомной энергетики воспроизвела вот такой вот продукт, то есть такой продукт выпустила
который именно вот самих же ученых спасает там от всяких от излучений, там, рака, там, в общем, от химии, в общем, это совместно с правительством Кореи созданный продукт. Вот, он его нашел, начал принимать и вылечился. И с того момента он решил создать компанию. Вот он создал компанию Atomy, где продают БАДы и косметика, и товары для дома. И флагманом продукт компании сделал вот этот вот продукт Химохим. В общем, начал распространять, и настолько хорошо он начал его продавать, что цена продукта упала. Раньше, если вот эту упаковку на 30 дней, которую он продавал за 48 тысяч, сейчас, эта упаковка стоит 8 тысяч. Вот, то есть он настолько понизил цену, и поэтому Atomy это вообще как бы настолько сейчас распространенный интернет-магазин. Я даже вот недавно здесь в Турции ходила к стоматологу, и там у входа я удивилась, что продают продукцию Atomy, то есть зубные щетки, зубные пасты от компании Atomy, то есть даже в Турции. В Турции, кстати, Atomy 3 года. Вот, пока многого нету, потому что еще только-только вошли в этот рынок, а в России уже что-то там около 8 лет вроде. В России есть и Химохим, и там все остальные продукты, которых нету здесь в Турции, но всегда ассортимент пополняется ежегодно, поэтому вот этот вот продукт приходится вот так вот из России привозить. Вот, на днях тоже мама мне позвонила, говорит, я, говорит, хочу еще Химохим. Хотя она была тоже изначально как бы против этого препарата, но она не хотела просто деньги терять. И я ей заказала одну упаковку. Она начала пить, и она вот на днях говорит, я, говорит, теперь поняла, что никакие уколы, никакие таблетки не будут настолько эффективны, как Химохим. Говорит, мне еще надо, говорит. Я, говорит, в шоке, у нее были проблемы, с пищеварением, то есть в туалет с тяжестью ходила, и как начала принимать вот это, она просто говорит, это просто, говорит, я не знаю, я, говорит, всю жизнь этим мучилась, а тут, говорит, один препарат, один продукт вот это все убрал. То есть он настолько действительно эффективен, полностью на травах, травки какие-то подобранные специальные, очень необычные, которые вот в сочетании реально творят чудеса. У кого-то уходит даже рак, у кого-то какие-то там высыпания, потом псориаз, экземы, пятна на лице, все вот это уходит у многих. У кого-то давление нормализуется, у кого-то вообще даже сахарный диабет уходит, то есть настолько эффективный продукт. И еще вот он поднимает очень сильно иммунитет, он стимулирует клетки, это как бы по сути БАД, это биологическая добавка. Он не лечит, он восполняет. В последнее время я постоянно смотрю профессора, который рассказывает, что пьет БАДы, и то, что БАДы очень сильно эффективны. Особенно тем, кто живет в России сейчас, потому что там жесткий авитаминоз, и витамины нужны очень сильно. Вот. В Atomy есть очень много всяких витаминов, я всегда пропиваю БАДы, витамин С, обязательно детям сейчас вот азальки даю пробиотики. У меня вообще на канале есть шорты касаемо этих продуктов. Я всегда что-то, если пробую, я обязательно стараюсь делиться. Вот, для меня очень важно делиться тем, что мне самой помогает. В общем, как-то так. Чтобы что-то заказать на этом сайте, вам нужно зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно только через партнера Atomy. Я являюсь партнером Atomy, и я могу вас зарегистрировать. Только таким образом можно заказать, либо заказать через партнера, но проще, наверное, сидеть самой на этой платформе, интернет-магазине в этом, и заказывать прямо из дома, чтобы домой пришло. Вот здесь, в Турции, в Турции приходит прямо домой. Вот, так что классный продукт, я еще себе дома заказала, у меня целая коробка стоит, вчера пришла коробка с Atomy, я там заказала подарочки мужу на день рождения, скоро день рождения, и себе наконец-то заказала тушь, потому что я уже год пользуюсь тушью от Atomy, и вот спустя год только решила еще одну заказать, то есть так надолго хватает. Вообще у меня на канале много всяких роликов по поводу Atomy, можете
заходить, смотреть. Я вообще очень сильно люблю эти продукты, я очень сильно пользуюсь ими. Ну и показываю, рассказываю о них и другим, чтобы другие тоже имели возможность такими вещами пользоваться качественными. А еще мы завтра хотели съездить на виноградник. Вот здесь, как я рассказывала уже, мы даже ездили в поход один. Здесь еженедельно ездят в поход с работы мужа. И на этой неделе собирались на виноградник. Мы тоже хотели. Мы уже давно не могли все попасть на походы. Но вот вчера вечером у меня муж сегодня встал. Я, говорю, все равно поеду на этот виноградник. Мы сначала там хотели собрать виноград. Ну, сам как бы поход подразумевает это. Сначала собираешь виноград. Вот, потом там килограмм за 35 лир покупаешь. Сначала с фазендой собираешь виноград, потом едем на винный завод, который находится в Селитке. Он говорит, я, говорит, поеду. Я говорю, так давай, говорю, сегодня тогда съездим просто на винный завод сразу. Если что, говорю, ну, он очень хотел, чтобы мы поехали все вместе с детьми, собирали. Там еще дегустация вин будет. И, в общем, он хотел, чтобы я еще и контент сняла на свой канал, чтобы вы тоже познакомились, вы посмотрели на все это, но, к сожалению, вот, в общем, вместо этого будем лечиться. Буду лечить я его, потому что что-то в последнее время часто болеет. Но он говорит, конечно, на работе кондиционеры включают, то есть это каждый день говорит, но поначалу-то не болел, сейчас вот начал что-то в последнее время прям часто болеть. Напротив Бургер Кинга магазин Эве. И здесь вроде я покупала карандаш для губ, хочу купить. Да, вот здесь вот в Турции, кстати, можно часто вот так встретить. Собак под кондиционером лежат. Не подходи близко. Ну что, нашла свой карандашик. В Атоме, к сожалению, пока нет таких карандашей здесь, в Турции, поэтому приходится вот пользоваться такими магазинчиками, как в Прок. Встретила я знакомую. Тут девочки рисуют, разрисовывают. Можно вас снимать на канал-то? О, классно. Здесь мастер-класс проводят. Мы руками не трогай только. Мы собираемся тоже как-нибудь прийти. Вот такой вот мастер-класс. Мы тоже хотим с дочкой, с Азалькой прийти. Азалька нас тоже любит очень рисовать. Еще раз придем обязательно. Ну, а у нас настал новый день, и сегодня мы пришли с 2 детьми сразу. Так, в воскресенье Бургер Кинг начинает работать только в 11, поэтому мы сейчас сначала сходим покушаем мороженое. А потом пойдем в бургерную. Снова идем в мороженое вчерашнее, так как вчера я с Алмазом гуляла, а Заля сегодня опять дубль 2, говорит, я хочу тоже. Вот, ну а что делать? Руслан немножко болеет, я его лечу химохимом, и решили мы сегодня за мороженым прийти. Алмаз хочет сам оплатить. Кенди istiyor. Para yapmak. 30 лир. Тебе еще 5 лир должны дать. Var mı başka para? Bu bir çocuk için. Ben evet. Я сейчас Al bakalım. Var. Ну а я с карты оплачиваю. Здесь чего только нет, еще мороженое есть и всякие сладости. И вообще здесь очень красиво. Здесь есть столы. В общем, красивое заведение. Торты. Gerekmez. Bunlar ne kadar? Bu. 600, 500, 450. Aha, teşekkür. İçi Meyve. meyve. Karışık meyve. Evet. Çikolata, fıstık. Шоколад, фистек, ага. Evet. Это Çikolata. фруктовые, это шоколадные, говорит. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Вот, в общем, кому нужны торты, здесь, наверное, и торты вкусные, если мороженое вкусные. В общем, мы сегодня с 3 детьми на 2 велосипедах решили выйти прогуляться. Вот, такие выходные.
какая-то усталость тоже присутствует с детьми, когда вдвоем, когда вот детей вдвоем смотришь, когда еще муж как бы не болеет, как-то полегче, что ли, на выходных. А когда ты все одна, немножко как бы вот эта вот усталость чувствуется. Вот, сегодня не получилось на виноградник поехать. Руслан, конечно, очень сильно расстроился. Он очень хотел, он прям до последнего. И вчера только вечером отменил нашу поездку. Вот, сегодня горло болит, но мы пьем химохим, сегодня температуры нету. Вот, в общем, посмотрим. Я лично, вот, когда кто-то рядом болеет, у меня вот тоже горло побаливает немножко, но иммунитет справляется. Дальше как бы сильнее не заболеваю. Я вот даже сейчас чувствую, что у меня немножко горло першит. Вот, посмотрим, что будет. Заболею, не заболею. Короче, какая-то инфекция вечно здесь в Турции ходит. И не только кишечная, а вот в плане вот таких вот всяких инфекций часто встречается. Ну а Залька уже выздоравливает, она прям пила антибиотики. При этом мы пили пребиотики от Атоми. Вот, чтобы еще и кишечную инфекцию не заработать. В общем, вроде дети нормально, и с завтрашнего дня пойдут в садик, дай бог. Ну, Алмаз и так ходит, а Залька вот... Завтра? Да. Азалия сходит с тобой завтра вместе один день, потом во вторник я тебя оставлю дома, потому что Алмаз... Да, потому что Алмаз просится. Азалия, говорит, очень долго сидела дома. Я, говорит, хочу тоже один день посидеть, да? Нет, завтра я хочу дома. Нет, ты уже насиделась дома. Ты завтра точно в садик пойдешь вместе с Алмазом. Послезавтра Алмаз дома останется, ты будешь неделями ходить. Все, ты уже отсидела дома. Надо походить. Да. Нет. А в общем, вот такие вот у нас семейные разборки тут. Мы сегодня тратим деньги бабушке. Нам с утра сегодня бабушка деньги перевела. Говорит, идите, говорит, пирожки кушать. Я говорю, ага. Тут у нас не пирожки, у нас тут мороженое, либо типа бургеров что-то. Знаешь, что? Что? Сегодня я говорю с бабушкой, ты знаешь, что я сказал? Бабушка сказала, что ты хочешь купить? Я вам оплачу деньги. Я сказал, хочу марихуанные мишки. И она отправила деньги, да? Да. Все, давайте доедайте. И поедем в Бургер Кинг. Так, ну что, заказали мы детям опять детское меню. 2003 ожидается. И по ценам хотела немножко сориентировать. Смотрите. Кому интересно. А то вчера не успела. Вот такие вот сеты есть. И детское меню. Вот такой здесь второй этаж. Детки кушают. Здесь вот такие вот виды из окна. Прикольно сделали прям. Мне нравится. Там еще две кабинки отдельные есть. Это второй этаж. Вчера, кстати, бургеры пробовали. Уже вот, ну, я сама тоже попробовала. Вкусно очень. Да, я вчера попробовала. Вам нравится? Да. Какие же? Мам, давай, знаешь, какие? Сегодня новые игрушки дали. Вчера были другие. Покажи, Азалия, свою игрушку. О, А у меня такая, у меня летучая мышь. прикольно. Знаете, что скажу? Бургеры вкусные, как в Макдональдсе. А у меня пепси. У нас вот в городе, в родном. А у меня пепси, а у него, знаете, какой? Все, Пепси. Мне Всё. тут пепси? Дайте расскажу. В общем, у нас в родном городе в Бургер Кинге не настолько вкусные бургеры. Что-то я себе тоже захотела. Но я в Попейс, наверное, возьму. Это куриные. Все. Ну, типа нашего KFC. Так, смотрите, здесь вот есть вот такие вот штуки. Аңладым. Тут, говорит, есть русское меню. А burada? Anladım. В ресторане. В общем, есть меню даже. Tamam, şükürler.
Так, ну сейчас что-нибудь выберу. Смотрите, взяла 2 бургера, картошка и кола. Стоит 129 лир. Цены тут интересные. Смотрите, по 165 есть вот такой вот ролл, мангал, картошка, кола. Вот такие вот сеты есть. Ну, тут как бы хрустящая курочка. Ну, как в KFC получается. Такие вот. Ну, ролл, сказали, только такой есть. Вот, еще здесь такие вот есть варианты. Короче, интересно. И, друзья, буду заканчивать ролик на прекрасной ноте. Пришли у меня тут посылочка пришла. Сяду вот сюда, вот, чтобы виднее было. Заказала, короче, чехлы для вот этих вот стульев белых. Они у нас уже стали такие тонкие-тонкие. Мы решили заказать что-то новое. Смотрите, это трендиола. Примерно что-то в районе 100 лир, что ли, один чехол. Вот такого вот цвета, посмотрите. Вот. В общем, стулья у нас вот они, со спинкой. Вот. И видите, мы уже эти чехлы до дыр подносили, и я буду сейчас их заменять. Вот. Вообще у нас стулья вот такие вот, такого цвета, бежевого. Вот. Но у нас дети любят прям все пачкать. Мы таким образом спасаем нашу мебель, можно сказать. Вот. И в идеале, конечно, и для дивана чехол заказать, но там как бы он такой материал, можно протереть его, а здесь материал немножко другой. Ну и на кухне всегда получается так, то, что пачкой, да, все. Вот. Давайте, как же вас поближе сделать. Вот так покажу. В общем, вот такой вот стульчик у нас получается. Вот, наконец-то. Вот такая вот красота. Ну, я не могу сказать, что прям по цвету они нам подошли. Ну, что-то наподобие. В общем, сейчас буду менять на все 4 стула. Где-то 100 лир стоит, короче. Но мы вот эти немножко подешевле покупали. Они немножко как будто такие велюровые, но не все, реально до дыр прям. Их нужно выкидывать. А эти новенькие сейчас буду менять. Вот такие вот дела, друзья. На этой прекрасной ноте буду заканчивать этот ролик. Всем желаю счастья, всем желаю достатка, гармонии в ваш дом. И берегите друг друга. Всем